Первый бразильский шутер от первого лица, да еще и про пришельцев, да еще и основанный на реальных событиях. Хотите? Даже не просто первый бразильский шутер, а как мы любим, первый бразильский инди-шутер, да еще и первый бразильский ретро-шутер. The Virginia Incident – курортно-развлекательное, патриотично-познавательное, конспирологично удивительное чудо бразильского геймдева. Игра, созданная всего двумя энтузиастами. Игра, покорившая важных шишек из вооруженных сил США. Игра, влюбившая в себя воротил из Intel. Игра, в которую в силу драматичных обстоятельств никто не играл на родине. Игра неказистая, уморительная и кособокая. Сегодня являющаяся чуть ли не национальным достоянием Бразилии. Игра, созданная с великой целью раскрыть миру глаза на страшную тайну. Еще раз, The Virginia Incident – это игра про инопланетян, основанная на реальных событиях. Дорогие друзья, с вами вновь ваш любимый канал для всей семьи Океан Мудрости, а значит мы опять погружаемся в пучину насыщенных саспенсом удивительных историй, мистического напряжения и пафоса, от которого так потешно трясет андрогинных неженок. Ох, ребята, я уверен, вы ждали эту передачу сильнее, чем новую серию Япи на пикапе. Срочно нажимайте кнопку турбо на своем ПК. Мы начинаем. Перед тем, как рассмотреть сей Hidden Gem, я просто обязан кратко поведать вам о череде таинственных событий, без которых игра сегодняшнего выпуска The Virginia Incident не имела бы никакого смысла. 1996 год. Никому неизвестный тихий бразильский городок Варджиния внезапно оказался центром межгалактического скандала. Кроме шуток, здесь потерпел крушение корабль инопланетян. Серьезно, настоящий корабль, настоящих инопланетян. Выжившие разбрелись по округе. Один, скрючившись, сел у какой-то рандомной стены и стал таращиться своими красными зенками на вот этих вот юных леди, пока те не поняли, что перед ними сам сатана, и не убежали в страхе звать маму, чтобы она тоже посмотрела на сатану и пропиталась вайбом. Мы же с вами не пальцем деланные и прекрасно понимаем, что сатаны не существует. Так вот, к счастью, неподалеку от этого вот места встречи проезжали полицейские. Недолго думая, пришелец с истошным криком «Ура!» бросился на дорогу, дабы учинить автоподставу. Подобная выходка, в свою очередь, очень не понравилась офицеру Марко Черезе. Офицер Марко Черезе в сатану не верил, потому скрутил болезного голыми руками и отвез в городской медицинский центр. Тамошняя регистратура отказалась принимать это существо без полиса, потому копы, чертыхаясь, повезли брата по разуму дальше, в районную больницу. Варджиния, городишко, в котором за всю его историю не происходило ничего интереснее дня рождения местной бабки-повитухи, оказался в считанные часы наводнен военными и спецслужбами. Сколько живу, не видел здесь ни одного армейского грузовика. Дороги перекрыли. Пришельца погрузили в армейский грузовик и повезли уже в третью больницу – Хуманитас, где в срочном порядке освободили и на 2 дня изолировали целое крыло. Что в больнице с гуманоидом делали военные, лечили или изучали, до сих пор доподлинно неизвестно. Вы, вероятно, считаете, что все это вранье и байки. Официальные лица, представители замешанных в истории медицинских учреждений, также убеждали взволнованных горожан, что ничего необычного не произошло, а десятки военных грузовиков, примчавшихся в сонный городок, перекрытие улиц — это все имеет вполне себе обычное объяснение. Наберите воздуха в легкие. Готовы? Военные понадобились, потому что женщина-карлик рожала ребенка-карлика. Кыштымского. Извините. Отставить ехидные насмешки. Многое из того, что я рассказываю в своих передачах, чистая правда. То есть даже сегодня мэр Варджинии, уважаемый мужчина с виду франт, перчатки, галстук и ботинки, признается, что все именно так и было. У меня нет сомнений в том, что этот случай имел место, поскольку с ним многое связано. Инопланетянина вскоре выписали из больнички и увезли в армейскую академию Эскола де Сержантос де Сармас. И казалось бы, вот и сказочки конец. Но нет.
Помните того полицейского, схватившего пришельца руками? Марко Череза вскоре был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он скончался в центре интенсивной терапии местного госпиталя. Несмотря на всевозможные анализы, врачи так и не смогли поставить диагноз. Марко Череза умер от неизвестной инфекции после того, как прикоснулся к гуманоиду. Беды и не думали оставлять Вирджинию в покое. От недиагностированных болезней начали умирать животные в зоопарке, а весь хмель пожрал долгоносик. К болтающимся по улицам военным вскоре добавились спецагенты. Откуда бы вы думали? Прямиком из зажравшейся Америки. К матери тех девочек пришли, набрали воздуха. Готовы? Готовы? Сейчас будет вообще круто. К матери тех девочек пришли люди в черном. Серьезно. А это явно было не к добру и неспроста. Тем более фильм вышел только спустя год. Ну как? Чувствуете, как стало жутковато? Я чувствую. Сразу же хочу обратиться к тем напыщенным скептикам, считающим, что все это нелепая конспирология, вранье и булшит. Парни, может, пора уже повзрослеть, а? Может, пора уже расстаться с детскими иллюзиями, а? Начните уже читать книги, наконец. Посмотрите документалки. Сегодня вот серьезно, стыдно быть такими, как вы. Стыдно, пацаны. Меня от вас тошнит. Ну так вот, дабы успокоить народ, бразильские военные объявили о начале расследования вирджинийского инцидента, и они действительно его провели, и даже выдали однозначный вердикт. Девочки, видевшие сатану, на самом деле видели местного деревенского психически нездорового мужчину по прозвищу Мудиньо. У него как раз самая большая голова в округе, а глаза красные, так это он не высыпается. На картах попробуй усни, посмотрите на это нежное печальное лицо. Из-за этого простодушного парня весь сыр-бор. А грузовики военные ехали якобы на плановое ТО. Обычное дело. А у скоропостижно скончавшегося полицейского была давняя киста под мышкой. Он ее до последнего лечить отказывался. Всем показывал, хвастался. Хотел на конкурс кист ехать выступать. Не поехал. Дело закрыто. Спасибо за внимание. Если почитать их отчет, может показаться, что все сходится. Складно стелят хитрожопые. Но нас-то с вами не облапошить так просто. Мы тертые калачи. Мы-то знаем, что правды от них не дождешься. Да и многочисленные свидетели описываемых событий, причем даже со стороны тех самых военных, как бы намекают, что всем торты не позатыкать. В Вирджинии действительно разбился корабль пришельцев. Непонятно только, как они так подстроили, что Мудиньо всю жизнь прожил на участке, где девочки в итоге и нашли сатану на корточках. Но это еще предстоит выяснить уфологам. Я попытался максимально сжато передать, что же такое этот вирджинийский инцидент. Надеюсь, что суть вы поняли. Так вот, в 1995 году два отчаянных бразильских инженера, что всю жизнь мечтали внедрять автоматизированные системы на всяких металлургических производствах, назовем их Маркос Кузьол и Адаир Гаспар, объединяются под вывеской Perceptum Informatica. Их маленькая конторка, как ни странно, была вполне себе успешна. Парни стали подрядчиками у Аллен Брэдли, крупнейшей американской фирмы. Денег они, огребали немерено. Но Маркос и Адаир понимали, если они чего-то там понапутают, могут погибнуть люди. Наверное, спокойнее все же будет заниматься чем-то похожим, но не настолько ответственным. Например, делать авиасимуляторы. Если они чего-то понапутают в авиасимуляторе, максимум что случится, покупатель огорчится. Но скорее всего будет жив. Ну или в худшем случае останется дураком до конца дней своих, сядет на карты и будет детей пугать. Еще немного контекста. Эти парни были мощными айтишниками, умеющими обращаться с перфокартами и перфолентами, но они не сказать, что умели делать игры, максимум на калькуляторах. В то время и в том месте вполне вероятно, что никто не умел делать компьютерные игры. В 96-м году в Бразилии заявить, что у вас есть кореш-программист, дизайнер уровней, было равно признанию, что вы попали под чарующее обаяние Мудиньо. Никто не делал игры в Бразилии. Ну почти. К 96-му там насчитывалось аж 3 игры.
Потом, конечно, вышло еще 2, но суть ясна. Своей индустрии не было. Зарубежные же хиты на бразильские прилавки все-таки проникали. Догадайтесь, компьютерные игры какого жанра продавались в 2 раза лучше, чем все остальные игры всех остальных жанров вместе взятых. Подсказочка, это не пошаговые стратегии. А потому в безумный план 2 юных друзей проникла единственная рациональная мысль. К черту самолеты. Чтобы не прогореть, нужно делать шутер от первого лица. Как-то раз, включив телевизор и посмотрев новости, Маркос и Адаир все поняли. Вот оно. Вот он, сюжет их игры. Надо все бросать и срочно воять. Инциденте М. Варджиния. Дело оставалось за малым. Попытки сварганить свой движок, несмотря на то, что они действительно предпринимались, могли бы занять долгие-долгие годы. На самом деле у Perceptum даже был готов прототип того самого авиасимулятора на своей уникальной воксельной технологии. Но надо было действовать быстрее. Вы когда-нибудь играли в Scaphandler der Auftrag? А вот старик Маркос играл. Движок, на котором работал Scaphandler, оказался единственным движком, на который пацанам хватило денег. Acnes 3, также известный как 3D Game Studio, стоил по-божески. Всего $1500 за доступ к редактору, $20 000 за возможность коммерческого издания своего продукта и по $20 000 за каждую компиляцию. То есть каждый не вовремя выявленный баг, каждая слишком поздно замеченная опечатка стоили денег. Потому авторам приходилось ломать собственную игру, учинять обратный инжиниринг, вскрывать 16-ричные коды, подменять контрольные суммы, лишь бы не умереть с голоду. И да, это сейчас любой технический затык легко решается при помощи поиска в интернете. Привет, вы на канале Фрайс. И мы сегодня покажем вам всем. В 96-м году в Бразилии найти выход в интернет было проблемой, не говоря о том, чтобы найти там кучерявый немецкий движок и договориться с создателями о лицензии. Не было ни внятных туториалов, ни возможностей позвонить по WhatsApp Кену Сильверману. Надеюсь, контекст обозначен. Инди-шутер в стране, где никто не делал шутеры. 2 программиста, что никогда не делали шутеры, взявшиеся за эту авантюру не по причине личной страсти, а лишь бы никого не покалечить. А теперь пропустим пару лет и взглянем уже на инциденты М. Варджиния. 1998. Где-то на другом конце света. Гордон Фриман волочет свою тележку, чтобы устроить каскадный резонанс. Джон Блейд подсматривает за Синклер в джакузи. Калеб окончательно едет крышей. Пока большие дядьки мерились интерполяцией и цветным освещением, парни из Perceptum Informatica выпустили свой шутер на DOS. Зато игра запускается непосредственно с диска, не требуя установки, что прикольно. Место экономит на жестком. Круто. Отбросив внешний лоск моднейших прогрессивных технологий, инцидент М. Варджиния беззаботно сует в рожу графику, что еще на старте разработки давно дышала на ладан. Еле-еле дышала. Из последних сил дышала, хрипя и кашляя кровью. Первый уровень бьет по глазам излишне пустынным пасторальным пейзажем. Несколько деревьев, ничего, пустота и домишка. Казалось бы, вся эта красота создана с одной целью – напрочь посадить кинескоп. Но не все так просто. По сценарию игры корабль инопланетян рухнул вот тут. А вот так место крушения выглядит в реальной жизни. Зацените. По сути, перед нами фотореализм. Чувствуете? Вон легкими стайками снуют пришельцы, вон едут военные с целью окружить потерпевших любовью и заботой. Так как поначалу в руках нет ни топора, ни фомки, ни стамески, делать особо нечего. Остается смотреть и ждать. Сейчас солдаты наверняка объяснят, что к чему. Или нет. Зато есть кат-сцены, что бережно реконструируют те шокирующие происшествия, о которых я недавно рассказывал. Вот маленький болван сиганул под колеса, а вот та самая стена, где тихо и мирно сидел старина Мудиньо. Только до того, как сюда придут девочки, сюда придет... Ну как бы мы сюда придем. Главный герой – случайный свидетель крушения инопланетного корабля. Единственный гражданский, кто воочию видел гуманоидов. В игре в этой все как в жизни. Каким бы классным парнем ты ни был, если ты слишком много знаешь, за тобой будут охотиться американцы из подразделения Дельта. Стрелять по бразильским военным в бразильской инди-игре все же было бы за гранью. А вот этих, что называется, не жалко.
почему-то. Инопланетяне же, в свою очередь, видя, как протагонист мочит Янки, понимают, что он тот еще рубаха-парень, и поручают ему спасти своих, попутно выкашивая мужиков из Дельта Форс штабелями. И это, если честно, немного настораживает. Ну, это как-то странно впрягаться за незнакомых созданий и идти валить людей. Какая-то шиза, не? Но, сами понимаете, раз уж внеземные представители поручили все это расхлебывать, куда деваться? Правильно? Правильно. Как говорил поэт, помогать недомеркам-неумехам мой долг как высшего существа. Пусть даже предстоит превратить полстраны в кровавое месиво. Врагов здесь действительно очень много. Они готовы заполнить собой все имеющееся аскетичное пространство, что вскоре будет завалено трупами в каких-то совсем уж неприличных масштабах. Здесь очень-очень много врагов. Они все одинаковые, да. До поры до времени это солдаты двух видов, но о существовании второго вы можете даже не догадаться. Солдаты недаром солдаты, всегда попадают в цель и все время откуда-то прут и прут и прут и прут, заставляя задуматься, а нет ли где-то на уровне яйца, откуда они бесконечно спавнятся. Но игрок, в свою очередь, тоже не лох чилийский, имеет некий важный козырь – клавиатуру, а стало быть, невыносимое управление, неповоротливое и невменяемое. Авторы по-олдскульному нагородили огород из клавиш, где стрелочки для ходьбы и поворотов, наши B и U для стрейфа, Home для прыжка, End для приседа, Page Up, Page Down, чтобы смотреть вверх и вниз соответственно. Мышью целиться тоже можно, но с зажатым альтом. Короче, сломайте пальцы и мозжечок. Что-то я, не понял, как настраивать управление, но это очень худо. Мышь работает вот так. Вот это так работает мышь. И обратно уехал, да? Возможно, как-то это все настраивается, эта вся игра. Это весь DOS-бокс и так далее. Но пока... Нет. Сейчас я вас научу, как настроить DOS-бокс, чтобы играть, а не испытывать мучения. Честно-честно. Я сначала прошел игру, только потом понял, что есть стрейф. Сейчас я в этой игре все познавший. Так вот, движение на WASD. Не стрелочки на WASD, как я сперва настроил и чуть не тронулся умом от удобства, а движение на WASD. То бишь вверх-вниз на VS, BU на AD. Прыжок на пробел, а присед сами догадайтесь, куда назначить. Дальше. Включаем инверсию мыши по оси Y, потому что в оригинале все задом наперед. Там все реально задом наперед. Если вы лютый олдгеймер и вам нормально, когда все через конкурс Мисс Бум-Бум, то это ваше право жить в страданиях. Все остальные записывайте. Выставляем чувствительность мыши примерно на 400. Можно и больше, по вкусу. И вуаля, можно целиться. Ходить и целиться одновременно нельзя в принципе, но это уже что-то. Дальше. Уменьшаем количество циклов. На стандартных настройках прыжок настолько мощный, что будет снимать здоровье. Это раз. Игра будет зависать на 5 уровне и всех последующих. Это 2. На низких циклах игра тоже будет зависать на 5 уровне и всех последующих. Но примерно раз в 3 минуты, а не раз в 30 секунд. Дальше. Для возможности играть с музыкой. Запоминайте. Сперва монтируем образ диска с расширением QE как аудио CD. Лишь потом запускаем с этого диска игру. Дальше. Вот тут настройка сложности. На стандартном будет худо. Патронов мало, а мочит люто. На самой низкой почти узаконенный God-мод. Вот. Пока вы записываете все, что я говорю на папиросной коробке, держите в уме мысль. Никто в своем уме не будет играть в Варджинию. Это полный трындец, а не игра. Вернемся к сюжету. Это же шутер с сюжетом, вы не забыли? Ку-ку. А зная историю варджинийского инцидента, следить за происходящим еще интереснее. Помните, я рассказывал про больницу, где военные устроили гуманоиду диспансеризацию? Вот. 2-й уровень как раз про это. Зацените, какая красота. Какая детализация. Машины, люди, часовенка, стулья, диваны, газовые плиты, сомнительные препятствия и паркетные полы. Причем машины, что едут по округе в качестве декорации, имеют свойство быть взорванными. Что занятно, потому что до базуки еще далеко, а найти гранаты на этом уровне может только тот, кто знает секрет. Если что, гранаты лежат вот тут за окном, но вы об этом никогда не догадаетесь. Потому вероятность того, что кто-то попробует взорвать тачку, была чертовски мала. Но тем не менее,
работает. И много вы знаете шутеров про больницы, где врачи и медсестры мечутся по коридорам, изображая бурную деятельность и бросаясь под пули. Это вам не шутеры с дождем вспомнить. Тут поискать надо, тут подумать надо. Инцидент в Варджинии выглядит бедно, но как-то обаятельно бедно. Эти 3D-модельки, снующие пружинистой походкой, ну, посмотрите. Милота. Современная инди порой выглядит хуже и становится культовым. Ну смотрите, люди как настоящие. Блин. Ну в Саратове точно такие же ходят, вот так же слоняются. В стену идут, ну, 98-й год, что вы хотите. Но вот играть в Варджинию реально непросто. Суть. Серый лабиринт с поиском ключей. Знаете, как понять, от какой двери тот или иной ключ? Никак. Наугад. Это раз. Управлять обзором по вертикали и одновременно передвигаться невозможно, потому осматривать окружение невольно приходится, глядя строго вперед. Это два. И потому не найти нужный ключ очень легко. Невероятно легко. Вы можете заметить, что на этом уровне этих самых ключа как минимум 4, а дверей миллион миллиардов. И половина этих ключей нужна лишь, чтобы открывать всякое необязательное. Для прохождения нужны эти два, а не все 4. Но это ладно. Главное, что в конце пришелец будет спасен. Я ведь уже сказал, что вся игра — это фотореализм. Парни реально объехали все запланированные в игре локации, фотографируя и изучая архитектуру, чтобы потом наделать текстур 32 на 32 и безукоризненно пиксель за пикселем воспроизвести внутри своего детища реальность. Что там было в той страшной истории после больницы? Правильно, армейская академия. Зацените, как настоящее. Военное убранство в принципе не подразумевает изобилие художественных изысков, потому серого бетона хотите, вдвойне получите. На самом деле я провел свое исследование. В этой академии все действительно примерно так и выглядит, потому варджинийский инцидент — это абсолютный минимализм. Минимализм, 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 а потом обана, бассейн, обана. Футбольное поле. И так знаете, хорошо сразу становится на душе, будто забрался в подземные катакомбы и стал взрывать бочки. Круто? Круто. Вы когда-нибудь видели такую красоту? Это как первый весенний цветок в солнечный день. Самый очаровательный набор шероховатостей, какой только можно выдумать. Это какая-то просто ювелирная несуразность. Представьте, насколько несовременно это смотрелось в 98 году. Я взорвал здесь все бочки, хоть они и не красные. Это одновременно самый безобразный и смешной спецэффект на свете. Я счастлив. Но это все ерунда. Если что, варджинийские достопримечательности давно закончились, но бразильский фотореализм нет. Вот вам площадь Праça da Sé в Сан-Паулу. Ну как вам? Я сравнил с реальной площадью Праça da Sé и в какой-то момент начал путать, где игра, где реальные съемки. Безупречная точность. А вот станция метро прямиком под площадью. Вообще, один в один. Вот это что такое, по-вашему? Это скульптура, что реально там испокон веков установлена, и глаз радует. Максимальная дотошность в исполнении. Про этот уровень даже заметку в газете напечатали. И не в какой-то там, а в Мегаполис Экспресс. Представьте, если бы кусок вашего родного Комсомольского района в игре показали. Уверен, вы бы на радостях такой хлебный дистиллят забодяжили, что вся семья неделю бы проморгаться не могла. А теперь интерактивность, достойная СИН. Видите турникеты? Можно нахально перепрыгнуть и вызвать подозрения со стороны людей в черном. Да, появились новые враги. Это круто. А можно найти билет и спокойно пройти, официально и законно. Круто? Тоже круто. Вообще изначально планировалось сей момент приправить продакт-плейсментом, нарисовать в игре банкоматы крупного банка бразильского, чтобы пришлось через них пропуск в метро покупать. Но банкиры отказались в этом участвовать. А я напоминаю, игра вскрывала страшную правду, ту, что пыталось утаить правительство. Трусливые лакеи капитала побоялись переходить дорогу властям, потому билетик в метро бесплатно лежит на площади. Но даже с билетиком пройти уровень по стелсу не выйдет. Как утка, прячущая Кощееву иглу, агенты держат при себе ключи от запертых дверей. Рандомные агенты. Ключника не опознать, пока не кокнешь. Можно убить их штук 200, а ключ будет в 201-м. Том самом, что шел по воздуху и без вести пропал. Короче, сомнительно, но красиво. Зацените дырки от пуль.
Как тебе такое, Кармак? Ровно до сего момента инцидент в Варджинии – стрёмный, но милый шутер. Своеобразный, микробюджетный, примитивный, но любопытный. В него можно играть до сего момента вполне успешно. Давайте еще маленько о хорошем поговорю. Про оружие. Есть вот такой вот модернизированный МП5, имеющий два режима стрельбы и являющийся пушкой No. 1 на протяжении всей игры. Есть гранаты, которые летят хрен пойми насколько далеко, потому это так, факультативное развлечение. Базука вызывает весьма сдержанный восторг, потому что она очень странная, но зато огромная. И это еще не все. Есть еще вот такая вот штука. На первый взгляд это какая-то дамская приблуда, чтобы устраивать инциденты в ваджайне, но нет, это квантовый ударник. Работает он примерно так. Круто? Сомнительно. Ну и все. Как вы помните из ролика про Дюка Нюкема, чтобы добавить оружие в игру, его сперва надо было взять в руки и неким хитрым образом сфоткать, потом оцифровать получившееся изображение и так далее. Ничего сложного. Но как выполнить первый пункт плана? Где взять МП5? Купить? Не вариант. Деньги ведь нужны на компиляцию. Потому все оружие в игре бережно сделано из дерева и проволоки. Получилось убедительно. На этом веселье кончилось. Вот вы любите уровни на корабле в старых играх. В Варджинии есть уровень на корабле. Не знаю, чего я ожидал от этого всего, но получил я... Сложно описать. Накидаю свои впечатления легкими тегами. Огонь неугасимый, червь бессмертно мучительствующий, темное и ужасное дно адово, горькое рыдание, необычайные вопли, плач и скрежет зубов, и нет конца страданиям. Представьте себе самый серый из всех самых серых лабиринт. Добавьте к этому поиск цветных ключей. Классический поиск цветных ключей, да, подразумевающий наличие цветных дверей. Вот это зеленая дверь, это синяя, это красная, это желтая, это пурпурная, а это я наврал и перепутал, потому что это не имеет никакого значения, они ничем внешне не отличаются. И в отсутствии хоть каких-то внятных визуальных ориентиров разобраться, где какая дверь и куда вообще идти, не полагаясь на везение, нереально. Вы скажете: эй, парень, наверняка же есть карта. Есть. Вот она. Я ничего не понимаю. Не понимаю! Где на этой карте, я интересно. Ничего не понятно. Это уровень про десяток одинаковых настенных панелей, которые либо куда-то ведут, либо где-то что-то открывают. На поиск желтой карточки я потратил, наверное, час. Без возможности адекватно смотреть под ноги можно легко пропустить в этом дурацком лабиринте эту дурацкую дырку в полу. И я ее благополучно пропускал. Редактор уровней Aknex 3 не особо располагал к творению разной этажности. Грубо говоря, все ярусы рисовались прямиком друг на друге, в одной плоскости, внахлёст. И уже потом каждой отдельной стеночкой и текстурочке в блокноте прописывались нужные координаты с точностью до пикселя. Нарисовать кишку было просто. Нарисовать многоэтажную кишку с подвалами и лифтами казалось безумием. Но авторы Варджинии заморочились и упорно заморачивали карты так, чтобы их было невозможно пройти, не выпив зелье удачи. Работа явно проведена большая, работа явно кропотливая, и она, наверное, должна заслуживать уважения. Но все вокруг настолько одинаковое, что собрать кучу справок, чтобы начать получать пенсию по шизе после знакомства с Варджинией, проще, чем пройти Варджинию. За каждым поворотом ровно та же знакомая обстановка, что была этажом выше и ниже. Все то же, что царапало сетчатку за предыдущей сотней поворотов. Это безумие. Зато на поиски красной карточки я не потратил ни секунды. Зацените. Успели ее заметить? Я тоже. А знаете, зачем нужна зеленая? На своем втором прохождении я прекрасно обошелся без нее и закончил уровень за 18 минут, не плутая попусту. Все как обычно. Внесение путаницы ради каких-то непонятных активностей. Первое знакомство с этим нагромождением ключ-карт, дверей и настенных панелей реально сводило меня с ума прям жестко. Прям очень. Потому на всякий случай даю подгон босяцкий. Вдруг кто захочет поиграть и вдруг заблудится. PC-год введите, все ключи получите. Я играл честно, но штука может быть полезной. Мало ли.
А теперь про DOSBox. DOSBox не в состоянии переварить увиденное, будет в самые непредсказуемые моменты зависать. Я уже говорил про циклы. Чем их меньше, тем стабильнее. На низких циклах игра будет тормозить, но зависать реже. Она все равно будет зависать, обязательно будет зависать, но зато будет тормозить. Я не знаю, какое число будет самым оптимальным. Говорят, что 30 тысяч. Но у меня все ломалось и на 25. Тем не менее, чем меньше FPS будет выдавать игра, тем она будет стабильнее. На Old Games есть патч, отключающий звук, созданный специально для этого уровня. Он вроде как обещает решить вопрос с зависаниями. Я лично не пробовал, потому что плакал. Но это еще не все. Существует переиздание инцидента M Virginia 22 года, где, по слухам, внутри такой DOSBox. Ох, ребята, там такой DOSBox. Всем бы моим подписчикам по такому DOSBox. На том DOSBox прям все работает и ничего не крашится. Еще вы можете на просторах archive.org наткнуться на сборку со встроенным DOSBox и Windows 3.11. На вот этой сборке все будет работать стабильно без зависаний, но с постоянными пропусками кадров. Играть будет неприятно. Одно неловкое движение мышью в момент торможения игры и хрен пойми, куда уже идешь. Но не суть. Играть в ожидании внезапного зависания сильно хуже. Но запутанный уровень на корабле — это все пустяки. Вот она, жемчужина внутри жемчужины. Вот она, фотореалистичная коричневая пещера, полная коричневых же козлососов. Абсолютно непроглядный, нечитаемый уровень. Просто 0 из 10. Знаете, сколько времени я потратил на то, чтобы выбраться отсюда? Вы думаете, почему роликов не было 2 месяца? Я никогда не играл ни во что настолько похожее на пыточный инструмент. В то же время я в курсе, что умельцы спидранят игру за 10 минут, но я вообще не понимаю, как тут можно ориентироваться. Я пытался по старой памяти пройти этот этап еще раз и не смог. Зато движок умеет работать с наклонными поверхностями. Начиная с 5 уровня, милая и странная игра превращается в болезненную и травмирующую. Я врать не буду, это худший шутер из всех, какие я пробовал. А я пробовал, штук 6 так точно. Я как-то раз даже играл в Quake. Ну, не в сам, а в похожую игру. Даже не то чтобы похожий, там про самолет что-то. Короче, неважно. Немецкий инструментарий не подразумевал сложных уровней. Бразильские трудоголики педантично прописывали в блокноте координаты всего, что они навоображали. Старательно осуществляли невозможное, забыв о чувстве меры. Серые комнаты городской больницы или сельские просторы Вирджинии — все это было схематично и бедно, но по крайней мере проходилось. Площади метро проходились и к тому же были более-менее симпатичны. Дальше уровни начинают обрастать самыми невозможными, диковинными, размашистыми и многоступенчатыми усложнениями. Вот смотрите, как все крутится. И это не просто декорация, туда надо идти. Вероятно, это скрупулезная работа, на которую ушли многие месяцы. Вот вы сейчас смотрите на это, и у вас замирает сердечко. А я смотрю на это глазами грустными, как у Колина Фаррелла, и тону в хандре. Я не хочу вспоминать, насколько мучительных часов я тут застрял. Я не хочу вспоминать, насколько ментально изможденным я себя чувствовал, выбравшись из этого вместилища безысходности. Я просто хочу денег. Много. Дорогие друзья, данный ролик вышел исключительно благодаря благородству отчаянных мужчин, что поддерживают мой канал при помощи Boosty. Дай бог здоровья всем, кто на это решился. Океан мудрости — это, как всегда, самый потрясающий, превосходный и прекрасный контент, наполненный сомнительными эпитетами. Никакой рекламы и лишь хорошее настроение. Все благодаря вам. Если вы еще не подписались, но у вас есть 100 рублей, а лучше 200, подписывайтесь скорее. Не тратьте деньги и время попусту. Спасибо, друзья. Обычно перед обзором я прохожу игры по 2 раза, но стоя у края этой пропасти, я точно знал, что никогда больше не вернусь сюда. Километры коридоров, спутанных в клубок лент Мёбиуса, ключи непонятно каких дверей, кнопки, открывающие непонятно что и непонятно где. Все это на нескольких этажах с огромной каруселью посередине, и чем дальше, тем больше. И как всегда, фотореализм. Слыхали про подземную военную базу в Сан-Томе-де-Лас-Вегас? Смотрите, тут чуть ли не подземный город с летающими космическими кораблями. Помните первый уровень? Тонкие ценители живописных пейзажей и модного левел-дизайна могли смеяться над той, что уж там, маловразумительной местностью. Беспардонное богатство задников концовки, в свою очередь, должно завораживать. Какое же бесконечное количество сложных художественных и технических задач было поставлено и решено, чтобы
можно было вот так невзначай прокатиться на каком-то инопланетном шаттле, вот мысли, что должны приходить на ум. Но знаете, о чем я думал, смотря на это? Хоть бы не ёбнуться, хоть бы не ёбнуться, хоть бы пройти это все и не ёбнуться. Досбокс завис. Пройдя Варджинию, осилив ее, я остро чувствовал, что уже не стану прежним. Что-то внутри меня умерло. Или все же ёбнулась. Варджиния на первый взгляд не лепится, нацеленная на самые невзыскательные обывательские вкусы. В конечном итоге превращается в мазохистский тренажер для проверки устойчивости психики. Наверное, нужно держать в уме, что это инди-игра без бюджета, созданная всего двумя мужчинами во времена, когда интернета не было, информации не было, да и компов тоже не было, а те, что были размером с 9-этажный дом. А потому вполне вероятно, что сотворить за Варджинии инцидент в таких условиях практически подвиг. Ужасаться качеством продукта спустя четверть века, находясь на другом конце света, это одно. А вот поиграть в игру про свои родные пенаты в 98-м, это сами понимаете. Всем захочется. Perceptum Informatica, создатели первого в Бразилии шутера от первого лица, претендующего на статус не просто игры, а своего рода культурного феномена, не могли не рассчитывать на радушный и восторженный локальный прием своего детища. В те годы все мультимедийные продукты, попадающие в страну, были либо на английском, либо на японском. Никто там не понимал ни слова. Варджинийский инцидент же должен был стать родным. Это игра, где скрупулезно воспроизводились реальные бразильские локации, где отовсюду звучал португальский язык, основой которой явился реальный случай в реальном городе. Это игра в любимом для бразильцев жанре – шутер от первого лица. Все сходилось как нельзя лучше, но варджинийский инцидент, обязанный массово покорять сердца, споткнулся от трудностей издания и распространения на местном рынке. Игра была готова еще в начале 97-го года. Из 2,5 лет, ушедших на ее создание, год был потрачен на то, чтобы инцидент М. Варджиния мог легально появиться на полках магазинов. Дуэт разработчиков, недавно не умевших делать игры, на год превратился в дуэт издателей, не умеющих эти самые игры издавать. В Бразилии к тому моменту уже существовал игровой издательский рынок, что все же звучало излишне громко. По сути, просто ресейл. Перепродажа заведомо успешных зарубежных тайтлов, не более. Контор, ответственных за публикацию и маркетинг, работающих в симбиозе с разработчиками, просто не было. Один крупный дистрибьютор предложил парням сделку по распространению. В случае успеха они бы получили сумму меньше, чем их затраты на музыку. Инди-разработчики Perceptum Informatica переквалифицировались в инди-издателей Perceptum Informatica. А это уже не уровни на компе рисовать. Это наштамповать дисков, нарисовать, сверстать и напечатать обложки, мануалы, собрать, упаковать, распространить и так далее. А теперь взгляните на мануал, который они сделали. Это очень круто. Это целый комикс. На конкурсе мануалов выиграл бы первое место точно. Мне очень нравится. Род Рейс, нарисовавший эту красоту, вскоре прочно закрепится в индустрии комиксов, став там королем. Ну правда. А ТАСС вообще. Так вот, игра была готова в 97 году. Потратить еще год на издание равно смерть. Вспомните, какую эволюцию переживали шутеры с 96 по 98. Время, когда еще недавно, казалось бы, только родившийся, но уже закостенелый жанр переизобретался чуть ли не раз в полгода. Каждый ожидаемый релиз непременно делал шаг в сторону от привычных ограничений. Не все демиурги-мастодонты успевали за развитием технологий и выпускали свои проекты порой либо технологические, либо морально устаревшими. И если в 96 году подобная графика худо-бедно, стрёмно и потешно, но смотрелась на фоне самых слабых конкурентов, то в 98-м, после выхода Quake 2 и Unreal, это был сущий позор. В 98-м онлайн уже давно не замыкался на досках BBS. Люди со всех уголков света собирались в команды юных геймдизайнеров и творили, обменивались опытом и учились друг у друга. Школьники создавали карты и аддоны для модных шутеров, что по качеству могли приблизиться к работам профи. 98-й год выхода Half-Life. Одаир и Маркос хотели создать первый шутер в стране, но нечаянно создали первый ретро-шутер. Коммерческая судьба Варджинии была предрешена, но все оказалось еще хуже. Perceptum умудрились напечатать около 2000 копий варджинийского инцидента. Я читал интервью Маркоса Кузьола тех лет, где буквально перечислялся список городов и магазинов, где можно было найти диск. Как обычно, много пальцев для подсчета
подсчета не требовалось. Игру было крайне трудно найти и достать, практически невозможно. Другие издатели посчитали Персептум своими конкурентами и шантажом вынуждали магазины бойкотировать инцидент в Варджинии. Отвратительное распространение и отсутствие внятного маркетинга наложились отнюдь не на восторг бразильцев по поводу выхода отечественного блокбастера. Американские игры лучше, а наши делают шляпу, решили бразильские геймеры и не проявляли к проекту никакого интереса, даже натыкаясь на диск. Нужно отметить, что местная тематическая пресса оценила Варджинию довольно высоко, но никто в 7,5 баллов походу не поверил. То был провал, и вовсе не оглушительный. Провал малозаметный, тихий и печальный. Adair и Маркос бросили работу и создали проект с мыслью, что худшее, что может произойти, он не понравится покупателю, а вышло так, что покупателей не было вовсе. На родине. Права на издание игры за рубежом выкупила европейская контора Midas Interactive Entertainment. Компания, специализирующаяся на выпуске всякого бюджетного ПО, внезапно заинтересовалась инди-детищем двух бразильских корешей, а два бразильских кореша уже были готовы на любую сумму, даже не заикаясь о процентах с продаж. А зря. В Европе распространение шло успешнее как минимум в 10 раз. 20 тысяч копий разошлись по Германии, Норвегии, Дании и прочим Нидерландам как горячие пирожки. Затем игра начала появляться в Америке, Австралии, Аргентине, да везде. Правда, вместо The Virginia Incident она продавалась под куда более скучными, наглухо обезличенными заголовками: Alien Shootout, Alien Anarchy или же вовсе Анархия. В России игра, кстати, тоже вполне официально зарелизилась и даже получила полноценный дубляж. Простите. В очередной раз наберите в легкие воздуха. Готовы? В 2004 году. Представьте, возможно, пока вы и ваши друзья играли в Doom 3 и Half-Life 2, Painkiller и Riddick, кто-то играл в Анархию. Сейчас про такого скажут ретро-геймер. В те годы то был настоящий мудиньо. Все благодаря компании Media Service 2000. Дай им всем бог здоровья. Наверняка на пиратских суднах игра завозилась в СНГ и раньше. Adair Гаспар вот в этом вот 4-часовом подкасте рассказал историю, что какие-то челы, увидев инцидент в Варджинии, поняли, что тоже смогут делать игры. И в итоге так вдохновились, что сделали Stalker. Pra fazer o Stalker. Stalker. Olha aí. Caramba. Я, если что, хорошо понимаю по-португальски, я в Чувашии живу. Получая куда более теплый прием со стороны зарубежных геймеров, Персептум не ожидали, что большие шишки из реального спецотряда Delta Force кайфанули от варджинийского инцидента. Руководство Delta Force предложило парням сотрудничество. Мол, мы вам денег отвалим, а вы сделаете мультиплеер и пачку специальных миссий для обучения наших солдат. Никого в Delta Force не смутил факт, что они вообще-то главные злодеи игры. Персептум ответили, мол, как-то странно, если маленькая иностранная конторка будет иметь доступ к военной информации США. Вы вообще думаете, кому вы пишете? Ку-ку. И вообще, бразильская разведка доложила, что уже существует прекрасная Delta Force от Nova Logic. Она явно лучше подойдет в качестве виртуального тренажера для спецназа. И походу подошла. В любом случае, Adair и Маркос, потратив 2,5 года впустую, не думали тормозить. В конце варджинийского инцидента главный герой, осознав, что на родине ему светит только электрический стул, садится в корабль и улетает в далекий космос, чтобы вернуться в сиквеле. The Virginia Incident — стрёмная и обаятельная игра на допотопном движке, лишь первая часть задуманной трилогии. Выход инцидента в Варджинии свел парней не только с проблемами, но и с такой конторой, как Intel. Pentium 2, если кто помнит, рекламировался с привлечением Half-Life. Выход Pentium 3 обещал новый технологический скачок, и увековечить его предстояло игре под названием «Инцидент в Варджинии 2. Тени истины». Демо-версию сиквела официально показали в феврале 1999 года на презентации Pentium 3 в Калифорнии. Игра разрабатывалась уже не на замшелом Aknex 3, а на новеньком, блестящем движке Genesis 3D и смотрелась уже нормально. Дата выхода была запланирована на июнь 1999-го, но деньги внезапно закончились совсем. На этом закончилась и история великой игры. Жесткий диск со всеми результатами работы, со всеми прототипами и демо-версиями
версиями помер, потому поиграть в это, увы, уже не удастся никогда и никому. Набив руку на шутерах, Perceptum ушли в казуальные игры. Шведская контора Inca Gold предложила парням контракт на создание аж 3 шляпных игр по $30 тысяч за каждую. Микроскутер Челлендж, бич-волейбол и файтинг про гладиаторов. Микроскутер Челлендж якобы был хитом продаж в Германии, но Inca Gold оказались бандитами и жиганами и кинули наших парней на лаве. Зарелизили втихаря рабочую версию, а пацанов в игнор. Потом пошли терки, суды, стрелки и адвокаты, все впустую. В итоге деньги опять кончились, игры кончились тоже. Но на основе Microskooter Challenge была сделана новая игра Super Mini Racing. С виду та еще ржака, но говорят, что разошлась неслыханным полумиллионным тиражом. Казалось бы, вот он секрет успеха, а потому сегодняшняя история не перестает обрастать безумием. Бразильский филиал конторы 20 век Fox начал поиск разработчиков, способных создать игру к выходу ледникового периода. Ice Age? Ice? Дальше можно не рассказывать, мы в деле, сказали Odair и Маркос. Взяли у Fox денег, наберите воздуха в легкие. Готовы? Готовы. На эти деньги они сделали Super Mini Racing Ice. Чувствуете? Боссы из американского офиса 20 века Fox, увидев потешные гонки, призванные стать официальной игрой по ледниковому периоду, не поняли, что это вообще за пранк такой только что произошел, и решили про сей случай навсегда забыть. Потом еще были какие-то идеи, прожекты, но ничего до ума доведено, как вы понимаете, не было. Маркос Кузьол ушел в науку и решает важные вопросы касательно виртуальных развлечений в исследовательском институте в Сан-Паулу. Одеир Гаспар, имея за плечами огромный опыт в разработке, занялся преподавательской деятельностью и учит студентов премудростям геймдизайна. Николас Лима де Соуза, геймдизайнер Watch Dogs Legion и его студент. Короче, к выдумыванию автоматизации всяческих процессов на металлургических заводах авторы Варджинии уже не вернулись. Думаете, на этом сказочке конец? Нет. Спустя четверть века среди кучки любителей отборного андеграунда варджинийский инцидент стал потихоньку превращаться в культ. Попытки воссоздать игру на Газадум. Хотите? Всего 1,5 карты, но тем не менее. Успех. Переосмысление. Инциденты Варджиния. Альтернативный взгляд на историю внутри Half-Life. Хотите? Вроде бы проект заброшен, но это не точно. А вот вам ремастер Варджинии на Unity, адекватное разрешение, более адекватное управление и играбельная демо-версия. Автор ремастера, Рикардо Рейс, на этом не останавливается. Хочет перенести на Unity всю игру. Пожелаем ему удачи и на всякий случай будем ждать. Пройти Варджинию без зависаний и с возможностью нормального обзора – мечта, похожая на сон. А пока демо. Демо-версия Варджинии — это, кстати, вообще уникальный уровень, не вошедший в игру. Обязательно пройдите. Ну а тем, кто во всей этой истории полюбил то и дело мелькающую шизу, вот вам Babsy 3D плюс Alien Anarchy Combined Fun Game by Curtis. Да, это абсолютная шиза. Наслаждайтесь. Несмотря на то, что история инцидента в Варджинии — это история сплошных неудач, сегодня разработчики чуть ли не национальные герои в Бразилии, а сама игра воспринимается не как какой-то трэш, а как веха, глыба, важная, важнейшая страница истории бразильских игр. 2 программиста показали местным энтузиастам, что в индустрию можно входить по сути без бюджетов. И если бы не инцидент в Варджинии, мир, возможно, так и не увидел бы великую и ужасную Hades 2. И не увидел бы еще, честно говоря, такое чувство, что на этом все. Все, что ли? Короче, весь пафос предыдущего абзаца уперся походу в суровую реальность. Страница важная, но не настолько, насколько хотелось бы. Ну, тогда давайте так. Если бы не инцидент в Варджинии, мир, возможно, так и не увидел бы Vampire Hunters. Я, правда, больше бразильских шутеров не знаю. А потому, пишите, что вы об этом думаете, что бы это ни значило. И, как всегда, играйте только в среднее. Всего вам доброго!